Я полностью согласен. После того, как зашла российская армия, Украина начала жутко себя бомбить. Вы представляете, какие твари, да? Нет, вы представляете? До 24... Они начали себя бомбить. И это самое, и бомбы на себя скидывают. Вот суки какие, да? Да. Ну вам не смешно самим вот эту хуйню нести? Нет. Привет. Здорово. Чего, вы тусуетесь? Да. Чего вы здесь ищете? Здесь специально Англию поставили? Или случайно? Чё? Чего специально? Великобританию специально поставили страну? Или случайно так получилось? Ну, не верю. А тут все страны. А, все страны поставили. Понятно. Вы из какой части Россиюшки, если не секрет? Где вы живете? Тула, Москва. Ну, Москва. Так Тула или Москва? Ближе к Москве. Ага. Как же он назывался? Новомосковск? Нет? Да, тот самый. Тут сам. Серьезно, что ли? Я угадал. Там какой-то автобус, я помню, шел. Вот, я в Орле просто жил, но потом в Москву переехал. И там был какой-то такой автобус, я помню. Но неважно. Скажите, вы в курсе сейчас, что происходит вообще в мире? Там в России же какие-то перемены, там я слышал, серьезные происходят. Что-то там. Ну, у Нет? нас отлично. Газ есть, свет есть. Не, ну газ-то и свет вы есть-то не будете, ни газ, ни свет, понимаешь? Надо питаться еще чем-то. А Вот. что у нас еды нет? Не, я спрашиваю, я не знаю, я спрашиваю. У нас Я- вообще все отлично. У нас все У нас хорошо. что есть эта война, что нет, у нас ничего не поменялось. Война все-таки, да? Не, просто я слышал, там кто-то говорит спецоперация. Я так и не могу понять, в чем разница между войной и спецоперацией. Да, эта операция, она уже идет 2 месяца. На Так Украине. в чем разница? Война или спецоперация? Я не понимаю. Ну, сначала хотели спецоперацию провести, и так все Нет, так получилось, что война потом, да, началась? Ну, так получилось, что с Украине пришел пиздец. Потому что Украину уже сильно бомбили. Вы в курсе, что какие города сейчас взяла российская армия? Киев. О, уже Киев. Да, я понял. Вы в курсе, что Северная Корея... Там, по-моему, там, по-моему, не все забрали. Донбасс мы забрали. Не, Киев. Луганск наш. А зачем они вам нужны? Вот я никак не могу понять. Вам земли мало или что? А потому что украинцы Донбасс стреляли 8 лет. Не Бомбили, поймите, чем. 8 добили, лет бомб... они 8 лет. бомбили. Ты же подлецы и негодяи. лет. Ты представляешь, какие негодяи? Да, 8 лет бомбили Бомбас. А Бомби- сейчас они говорят, что украинцы... А вы видели, ты знаешь, что такое Google Maps? Можешь зайти прямо сейчас Донецк, посмотреть улицы Донецка? Ну, смотрим. Так мы их в новостях смотрим каждый день. Не, Google Maps это ездит машина с камерой по улицам. Можешь мне показать кучу разбитых зданий? Я просто сейчас смотрел какого-то российского блогера, который ездил по Мариуполю. Он едет на машине, там камера. Нет ни одного живого вот здания, на которое бы что-то не попало. Конечно, Украина все расхерачила. Я полностью согласен. После того, как зашла российская армия, Украина начала жутко себя бомбить. Вы представляете, какие твари, да? Нет, вы представляете? До 24... Они начали себя бомбить. И это самое, и бомбы на себя скидывают. Вот суки какие, да? Да. Ну вам не смешно самим вот эту хуйню нести? Нет. А где доказать то, что это Россия? Можно все что угодно сделать и подставить. Конечно, это Монголия. Это знаменитые монгольско-космические войска сделали. Вместе с пингвинами с Антарктиды они объединились. А кто это сделал? Вот, это вы как этот Людвиг Аристархович. А кто это сделал, да? Помните, такого был этот? В подъезде там какой-то гадил. Я вам скажу, я могу сказать так, что сейчас на самом деле в Украину поставлено огромное количество вооружения,
И у меня есть друг, у которого отчим воюет на передке. То есть как происходит? Британия объявляет по новостям, что дают гаубицы и артиллерию. Это уже наступательное вооружение. А ему отчим говорит, они не дают. Они неделю назад уже привезли, или 2 недели назад, понимаешь? То, что там сообщают по новостям, дадут, оно уже там все стоит. И танки привезли, шведская привезли, и немецкая. Как ты думаете, немецкая техника хорошая? Наверное, хорошая, да? Путин не даст соврать. Немецкий вот... А как вы думаете, во время Второй мировой войны, Машина охрененная. во время Второй мировой войны, когда немцы произвели кучу танков, наклепали, самолетов, наверное, они хорошие были тоже, да? Ну, военная техника немецкая. Ну, по идее, да, когда они на нас Ну. напали, а мы с лопатами шли. Да, Все они были с ними. да. Ну, как вы думаете, сейчас которую технику Германия поставила? Кстати, там немножко устаревшая, но модернизирована. Плюс еще Швеция. Швеция, я вам сейчас надо, А как не хочется искать. Германия что-то присылает? В Украину? Германия ни хрена не присылает. Не, а она не пришлет. Её приносит Америка. Че Германия, кому она что шлет? Нет, я сказал и Германия, и Америка. Америка больше всех, да. Тут, кстати, в Советский Союз у меня дед во время Второй мировой войны ел американскую тушенку. А как вы думаете, почему? Американские патроны, порох, самолеты, там Кожедуб, или как его звали, этот известный, на самолетах этот тусовался. Он летал на американском... Нет, какой Гагарин? Во время Второй мировой войны был какой-то этот пилот, Кожедуб, по-моему. Бля, ну вы... Какой Гагарин? Он и родился еще тогда. Или под стол бегал пешком. Как его звали? Кожедуб его звали, по-моему. Или Чкалов. Чкалов его звали. Ты путаешь с космонавтом. А, И да, лётчики. я, блядь, с космонавтом перепутала. Да, военно-космические войска. Я помню, когда в Сирию он заводил Путин свои войска, я чуть не обоссался, когда он сказал «военно-космические войска». Сука, я видел этих солдат, которые у меня знакомые служили в этой армии. И говорит, ну это космический, блядь. Вы в курсе, что там происходит вообще в российской армии? У меня просто были... я не служил, у меня просто куча знакомых были, которые, ну, открытым текстом говорят, что там, ну, как бы так помягче выразиться, не очень хорошо. Вот. А если учесть, что сколько там, как вы думаете, там воруют в армии? Ну, какой-нибудь там старшина, какой-нибудь прапорщик, причем с фамилией Лесниченко или какой-нибудь Павленко. Там спиздил всю эту, извиняюсь за выражение, всю эту часть, там стоит танк такой красивый, намазюканный, но внутри нет двигателя. У меня знакомый вот ходил в этот, как его, ну, обучение на машине, как это называется? Ну, поняли, да? На машине водить. Привезли новые машины, эти «Жигули», там какие-то «Лады», «Шмады». Через неделю, говорит, уже она едет как-то вот так, новая машина. Оказывается, инструктор сделал очень хитро. Он вытащил двигатель, все, что можно там, поставил со старой машины. И все, вот, все лучшее детям. Также и с танками там. Шойгу построил себе дачку. Ну, красавчик же, да? Вот. Вы готовы вообще как вы думаете, к референдуму в Татарстане? Татарстан в 92 году проводил референдум по отделению от России, независимость. Не хотят они слышать про независимый Татарстан и Дагестан. Ах,